Всем привет с высоты летящего самолета! При посадке в городе Детройт, штата Мичиган, традиционно слышатся аплодисменты пилотам. Радость встречи неминуема! Вот она, Раиса Демур-Раевская, моя подруга и главный герой фильма. Неунывающий оптимист с неиссякаемой энергией, с позитивным взглядом на жизнь, не ту, что прошла, а ту, что осталось прожить. И теперь у кассы не ругаются все. Хотят чего? Танцевать! Она музыкант, композитор, сочинитель песен и вообще артистка. Предлагаю в этом убедиться. Что? Так тает лед, спину ровно, грудь вперед. Маня знает без сомнений, будет все сладчайший мед. Приехали на мероприятие под названием Come Together. Концерт группы Toppermost памяти Битлз в зоне отдыха города Линкольн-Парк, штата Мичиган. Уже 17 лет группа исполняет песни Битлз в таких же костюмах, точными инструментами, вокалом и манерами. Давайте тоже вспомним имена легендарных музыкантов: Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон, Ринго Старр. А вот и сама песня Come Together. Я с Раисой тоже не выдержала, позажигала под песню «Twist and Shout», в переводе «крутить и кричать». Мне было приятно видеть, как отдыхают люди, и услышать песни моей молодости. Такое впечатление, что все зрители – одна большая семья. Жить в гармонии хочется всем на земле, чтоб дороги вели нас всегда по судьбе. Только со второй попытки нам удалось попасть в музей Мотаун. Здесь все по регламенту. Экскурсия идет строго 1 час, и нельзя снимать на камеру. Пришлось самим сняться в этом исторически-культурном центре и даже купить что-то на память. Все знаменитые артисты шоу-бизнеса производили звукозапись на студии Motown с 1958 по 1970-е годы. Это был самый музыкальный город в Америке. Здесь творили и записывали один из основоположников соул и R&B Стив Вандер и Стивленд Хадли Моррис, певец, музыкант и композитор. Их песни перепевали Фрэнк Синатра, Барбара Страйзен, Элла Фицджеральд. Здесь же на студии жил со своей семьей основатель и владелец студии Берри Корди. Выставка знаменитой певицы, первой леди Мотауна Клаудет Робинсон. Здесь представлены ее награды и фотографии. Недавно ей исполнилось 82 года. А в этом белом платье она сделала запись своего первого альбома с группой Miracles, который вошел в историю. Клаудет Робинсон, Мервин Гей, Дайана Росс, Стиви Вандер, Тина Мария, Берри Корди, Арета Франклин, Лионель Ричи, Элвис Пресли, Майкл Джексон и многие-многие другие являются частью культуры United States. А я же не скандалила, и с ним теперь еще вдвоем вместе в этом
На какое-то мгновение мне показалось, что я нахожусь в Пенсильвании. Такие же дома, точно такая же природа, погода такой же температуры, на 11 градусов холоднее, чем в Нью-Йорке. Ведь сегодня день рождения, день цветов и поздравлений, день, когда тебя все любят просто так. Ура! Мы на природе! Это большой и интересный мир, который окружает нас. Здесь ни на минуту не замирает жизнь. Пускай погода ныне первый сорт, но ты разрежешь именинный торт, и синего пропьется в облака. И угостишь ты всех своих друзей, и сразу станет сердцу веселей, и солнце луч мелькнет в твои глаза. Ведь сегодня день рождения, день печенья и варенья, и тебе печаль жалится никак. Ведь сегодня день рождения, день цветов и поздравлений, день, когда тебя все любят просто так. Воск, краски, роспись, декупаж и фантазия превращают обычные яйца в произведения искусства, раскрашенные в стиле Луис Комфорт Тиффани. Красиво до безобразия. День, когда тебя все любят просто так. Красота завораживает и опьяняет восторгом. Ее пейзажи удивительны и неповторимы. Вместе отрываться. Мы этот день мамуле милой посвятили, от всей души дарим песни и эпиграммы. А чтобы гости не скучали, не грустили, вам будем петь и веселиться вместе с вами. Танцуй, пока молодая, мамочка рая, танцуй, ой, пока молодая, танцуй, пока молодая, мамочка моя, танцуй, пока молодая. Днем ее рождения, я знаю, будет, но она всегда гордится. И пусть сегодня будет супер настроение, хочу, чтоб мама от души повеселилась. Тебя, мамулечка, люблю и поздравляю, и для тебя пою сегодня, дорогая. Живи 100 лет, а может дольше без давления, и оставайся молодой, мамуля рая. Танцуй, пока молодая, мамочка рая, танцуй, пой. Вижу я журавлей средь зеленых полей, и они мне курлычат в ответ, убегая. Их курлыканье, словно прощанье со мной. Не догонишь ты нас, дорогая. Бабушки танцуют ручки, танцуют весело, а между делом стоит дедушка, виляет телом. Танцуют ножки, танцуют ручки, танцуют бабушки, танцуют внучки, танцуют весело, а между делом все как душа хотела. Вечер талантов и импровизированных танцев, а также всем известный в Детройте бенд. Бенд «Карнавал» играет с огоньком, приносит радость в каждый дом, где сердце каждого танцует и поет, где только с музыкой ликует весь народ. Вы хотите, девушки, кружок, вы ходи и ты.
душу, если забудь своих друзей позвать, будем петь и танцевать. Ну давай-ка, ну давай-ка, ну. Приглядитесь к коллективу, как лебедушки красивы, все стройны, как на подбор. Где же дядька Черномор? Ягоды окреста отрывай. Ну давай-ка, ну давай-ка, ну давай-давай, ручками-то, ножками на полной повиняй. Ну давай-ка, ну давай-ка, ну давай-давай, ручками-то, ножками на полной повиняй. Ну давай-ка, ну давай-ка, ну давай-давай, жару, пару, пару, жару дай. Глазами умными, глаза мне посмотри, словами нежными меня заговори, чтоб снова дрогнул, как в юности в груди, чтоб я остался пьян тобою до зари. Словами нежными меня заговори. Глазами чтоб снова дрогнул, как в юности в груди. Наша веселая компания подошла к станции, где нас ждала внушительная очередь. Но мы не унываем. Инсталляция «Добро пожаловать» на всех языках звучит радушно, но произносится по-разному. О боже, какое чудо! Не ожидала увидеть такую красоту. Архитектура здания относится к древнеримскому и древнегреческому стилю. Это тот самый вокзал, построенный в 1913 году, через который прошли тысячи поездов, соединяя как нити миллионы судеб. Все возродилось и стало еще краше после реконструкции. Не хватает, как было раньше, чемоданов в руках пассажиров, беготни, суеты перед посадкой и объявления по радио. А последний поезд со станции отошел в 1988 году. Центральный вокзал стал символом возрождения города Детройт. Окунемся в историю некогда могущественного города Детройт с населением 1,5 миллиона жителей. Потрясающая инсталляция «Дорога жизни, падения и возрождения города». Артефакты, фотографии, чертежи, карты, рисунки и надписи говорят о триумфе и невзгодах, инновациях и стойкости. Здесь родились и развивались такие автоконцерны, как Ford, Chrysler, General Motors. К 1930 году производство крупнейших корпораций США достигло совершенства, и почти для каждого жителя автомобиль стал не роскошью, а средством передвижения. Были построены деловые небоскребы, отели, театры, роскошные особняки. Здесь была самая прогрессивная индустрия этапа человеческого развития. И вот, в одночасье все рухнуло. Банкротство, кризис, разруха, мародерство, пожары привели к оттоку населения, а значит уменьшению налогов. Сейчас население города около 500 тысяч человек. За возрождение города взялись богатейшие местные бизнесмены и меценаты. Один из самых активных участников стал уроженец Детройта, миллиардер Дэниел Гилберг. Его компания скупила несколько заброшенных зданий, вложив сотни миллионов долларов в их восстановление. Оптимистическая надпись на стене «Ничего не остановит Детройт». За реконструкцию центрального района города взялся Билл Форд со своей компанией. В
том числе центральный вокзал, который был разрушен до неузнаваемости вандализмом и временем. Долгое время здесь был притон отбросов общества. Ему пришлось создать свою полицию и благоустроить целый район. И вот, о чудо! После 6-летнего восстановления и реконструкции мы стоим и восхищаемся творением рук человеческих. Многие экспонаты этого музея принесли сами жители Детройта. Смелый замысел Билла Форда по созданию открытой платформы для инноваций, технологий, идей, которые формируют наше коллективное будущее, осуществился. Девиз города Детройт «Мы надеемся на лучшее, а лучшее восстанет из пепла». Мне очень понравился ваш город, природа и люди. Я всегда буду приезжать к вам. До свидания.